тот момент, когда Чингук вошел в Хаббл, миллионы глаз были прикованы к нему. И то, что произошло дальше, повергло весь фандом в шок. От того, как его приветствовали сотрудники, до камер, следивших за каждым его шагом, это больше походило на королевское прибытие, чем на рекламное мероприятие. Но как раз тогда, когда все думали, что все внимание принадлежит только Чингуку, один тихий момент изменил все. Потому что реакция Тэйона, сдержанная, эмоциональная и неотразимая, внезапно стала настоящей сенсацией. И то, что он сделал дальше, заставило AR-MUI остановиться, перемотать и начать задавать вопросы. Момент, который никто не должен был видеть. В зале все еще гудели после королевского появления Чингука в Хаббле, но что-то изменилось. Это не было громко. Это не было очевидно. И все же Тэйон почувствовал это в тот момент, когда Чингук прошел мимо него. На долю секунды их взгляды встретились, и то, что скрывалось за улыбкой Чингука, уже не было уверенностью. Это была усталость, облегчение, возможно, даже что-то ближе к уязвимости. И никто не заметил этого взгляда, кроме Тэйона. Пока камеры следовали за Чингуком по комнате, Тэйон оставался позади и наблюдал. Не как знаменитость, не как исполнитель, а как человек, который точно знал, через что Чингук прошел, чтобы стоять там и улыбаться так, будто ничто не могло его коснуться. И вот тогда все стало ясно. Потому что дело было не просто в люксовом бренде или вспышках света. Дело было в том, что произошло до всего этого, момент, который так и не попал ни в какие кадры, аэропорт. AR-MUI видели отрывки, размытые ракурсы, полузапечатленные движения, но чего-то не хватало. Чего-то настоящего. Спустя несколько часов после мероприятия с телескопом Хаббл, Чингук наконец нарушил молчание в тихом интервью за кулисами. Его голос был спокойным, но слова «нет». В аэропорту был момент, медленно произнес он. Интернет замер. Тэйон сидел рядом с ним, когда добавил: «Мы этого не планировали. На нас не было камер, но нам это было нужно». Затем Тэйон заговорил: «Мы обнялись». Всего 2 слова. Но в тот день они поразили сильнее всего. Не постановочные объятия, не попытка угодить фанатам, а настоящие, скрытые от объективов. AR-MUI взорвались, потому что внезапно все, что они считали правдой, оказалось неверным. Натянутые улыбки, осторожная дистанция, контролируемые кадры – все рухнуло в этом тихом признании. Чингук на секунду опустил взгляд, прежде чем продолжить: это было не для кого-то другого. Это было для нас. Мы оба были потрясены. Шум, давление – все. И в тот момент единственное, что казалось реальным, это то, что мы стояли рядом с ним. Тэйон не отрицал этого. Он не смягчал слова. Он не шутил. «Иногда, — сказал он, — слова не нужны. Нужен просто кто-то, кто понимает тебя без вопросов». Именно тогда AR-MUI осознали нечто одновременно пугающее и прекрасное. Самые сильные моменты между ними никогда не были показаны на камеру. Объятия, потрясшие фандом, не были драматичными. Они не были видимыми. Но они были настоящими. И теперь, когда это подтвердилось, один вопрос никак не исчезал. Если этот момент был скрыт, то сколько еще таких же? Потому что, когда Тэйон и Чингук сидели рядом, внешне спокойные, но внутренне непостижимые, стало ясно, что история, которую все считали известной, только начиналась. И то, о чем они еще не говорили, было важнее всего, что они уже рассказали. То, что не запечатлели камеры, признание изменило все. AR-MUI не просто отреагировали, они взорвались. Ленты новостей заполонили замедленные кадры из аэропорта, увеличенные фрагменты, дрожащие скриншоты. Люди искали тени, отражения, все, что могло бы доказать, где стояли Тэйон и Чингук в тот недостающий момент. Но правда была жестокой. Найти было нечего. Потому что все, что произошло между ними, было скрыто за телами, за шумом, за хаосом. Момент настолько реальный, что ускользнул от каждого объектива. За кулисами атмосфера изменилась.
Персонал стал ходить тише. Телефоны внезапно стали опускать. Казалось, все почувствовали, что что-то хрупкое только что оказалось в эпицентре бури. Чингук некоторое время сидел один, просматривая реакции. Он не улыбался, не потому, что сожалел о сказанном, а потому, что знал, что это значит. Сказав правду, уже не вернуть. Тэйон молча вошел и сел рядом с ним. Тишина между ними была тяжелее любого разговора. «Они сейчас все это разрушат», — тихо сказал Чингук. Тэйон кивнул. «Пусть разрушат. Они уже это делают». Снаружи история менялась. Некоторые говорили, что объятие доказывает их неразлучность. Некоторые говорили, что оно показывает, насколько они сломлены давлением. Некоторые говорили, что это означает нечто еще более глубокое, о чем никому нельзя говорить. Никто из них не был полностью неправ. Правда была проще и опаснее. Два человека выбрали друг друга в момент слабости, и мир узнал об этом. Позже той ночью сотрудник слил в прессу всего одну строчку. Тэйон после этого ни на шаг не отходил от Чингука. Этого было достаточно. Заголовки взорвались. Спекуляции стали жестокими, потому что люди перестали просто интересоваться. Они отчаянно хотели знать, почему. Почему Тэйон так отреагировал в Хабле? Почему голос Чингука дрожал, когда он упомянул об объятиях? Почему ни один из них не выглядел удивленным, когда AR и Муай сошли с ума? И самое главное, почему казалось, что это не первый раз, когда они так прижимаются друг к другу? В тишине их гримерки Чингук наконец снова заговорил. «Эти объятия были не из-за аэропорта», — сказал он. Тэйон посмотрел на него. «Они были обо всем, о чем нам никогда не разрешали говорить вслух». Воздух замер, не потому, что это было скандально, а потому, что это было правдой. И где-то в этой тишине AR и Муай тоже это чувствовали. Что бы ни произошло между Тэйоном и Чингуком, это еще не закончилось. Скрывать это становилось все труднее. И следующее, что они раскроют, навсегда изменит то, как люди будут их видеть. Тишина была громче шума. Мир не хотел отпускать это. С каждой секундой после их признания давление удваивалось. СМИ анализировали их слова. Фанаты пересматривали их выражение лиц. Даже самый мимолетный взгляд между Тэйоном и Чингуком становился доказательством чего-то, что никто не мог полностью объяснить. Но внутри здания царила тишина. Слишком тишина. Тэйон стоял у окна, наблюдая, как огни города сливаются воедино, а Чингук сидел на диване, уставившись в свой телефон, ничего не читая. «Им нужна история», — пробормотал Чингук. «Неправда». Тэйон повернулся. «И если правда не будет соответствовать их ожиданиям, они ее придумают». В этом и заключалась опасность. Не в объятиях. Не в признании. А в том, во что люди это превратят. Потому что тот момент в аэропорту был спонтанным, незапланированным, два человека держались друг за друга, когда все остальное казалось нестабильным. Но теперь это стало чем-то большим, чем-то, что хотел заполучить весь мир. Менеджер тихо постучал и вошел. «Они просят большего», — осторожно сказал он. «Еще одно заявление. Что-то, чтобы успокоить ситуацию». Чингук медленно выдохнул. «Если мы снова заговорим, это ничего не успокоит». Тэйон кивнул. «Это только заставит людей внимательнее прислушиваться». И все же молчание больше не было вариантом. Объятия открыли дверь, которую нельзя было закрыть. Снаружи AR и Муай уже были на взводе, обновляя ленты новостей, ища не скандал, а что-то настоящее. И где-то там, часть их скрытого момента вот-вот должна была выйти наружу. Что-то, что сделает эти объятия незначительными по сравнению с тем, что произойдет дальше. Снаружи слух отказывался утихать. Не имело значения, что никто не подтвердил существование аудиозаписи. Не имело значения, что предполагаемый более длинный ролик так и не появился полностью.
Одной лишь мысли было достаточно, чтобы не дать фанатам уснуть. Потому что видео можно было обсуждать. Фотографии можно было анализировать. Но голоса, необработанные, нефильтрованные голоса, были другими. Если бы мир услышал, что они на самом деле сказали в те секунды после объятий, повествование перестало бы быть спекуляциями. Оно стало бы правдой. Тэйон стоял у двери, скрестив руки, наблюдая, как телефон Чингука снова и снова загорается. Сообщения от сотрудников. Сообщения от друзей. Сообщения от людей, которые вдруг очень забеспокоились. Чингук медленно выдохнул, положив телефон экраном вниз на стол. «Они думают, что аудио все объяснит», – тихо сказал он. Но это не так. Это только заставит их задавать еще больше вопросов. Потому что объятия не закончились расстоянием. Они не закончились выступлением. Когда они отстранились друг от друга, Чингук не вернулся к своему образу айдола. Он остался рядом. Достаточно близко, чтобы услышать Тэйона сквозь хаос. Достаточно близко, чтобы почувствовать себя уверенно. Достаточно близко, чтобы не сломаться. И то, что Тэйон сказал в тот момент, тихо, настойчиво, спокойно, никогда не предназначалось никому другому. «Посмотри на меня», – прошептал Тэйон. «Не на камеры. Не на фанатов. Посмотри на меня». И Чингук посмотрел. В настоящем времени тяжесть этого воспоминания давила между ними. «Если они это услышат», – пробормотал Чингук, – «они превратят это во что-то большее, чем было на самом деле». Тэйон медленно покачал головой. «Это уже так». Это была правда, которую ни один из них не произнес вслух. Объятие стало символом. Не из-за того, как оно выглядело, а из-за того, что людям нужно было в нем видеть. Кому-то это нужно было, чтобы доказать близость. Кому-то, чтобы доказать борьбу. Кому-то, чтобы подтвердить теории, которые они строили годами. Но для Тэйона и Чингука все было гораздо проще и гораздо более хрупко. Это была пауза в буре. Напоминание о том, что под светом софитов они все еще остаются людьми. Спустя несколько часов в сети появился короткий аудиофрагмент. Он был искажен, почти заглушен шумом аэропорта. Крики. Объявления. Шум движения. Но сквозь этот хаос можно было услышать два голоса. Один задыхающийся. Другой ровный. Ни одной четкой фразы. Просто тон. Просто близость. Просто что-то неоспоримо реальное. На этот раз ARMY не взорвались. Они затихли. Потому что аудио не звучало драматично. Оно не звучало романтизированно. Оно звучало устало. Оно звучало грубо. Оно звучало как два человека, пытающиеся удержаться на ногах под огромным давлением. И каким-то образом это сделало его тяжелее любого заголовка. В зале ожидания Чингук прослушал один раз. Потом еще раз. Потом закрыл глаза. «Они это слышат», — сказал он. Тэйон кивнул. «Они это чувствуют». Снаружи разгорелись споры. Некоторые говорили, что аудио доказывает, насколько сильно они зависят друг от друга. Другие настаивали, что это свидетельствует о трещинах в тщательно поддерживаемом годами образе. Комментаторы анализировали паузы. Аналитики замедляли дыхание. Но никто из них не присутствовал. Никто из них не чувствовал, как дрожали руки Чингука перед объятием. Никто из них не видел, как Тэйон без колебаний шагнул вперед. Поздно вечером Чингук заговорил первым. «Я боялся», — признался он. «Не перед публикой. Не перед камерой. Просто перед Тэйоном». Тэйон не выглядел удивленным. «Я знаю». «Вот чего они не понимают», — продолжил Чингук. «Они думают, что мы делали какое-то заявление. Мы этого не делали. Мне просто нужен был кто-то, за кого можно было бы держаться.
Выражение лица Тэйона смягчилось, но голос остался твердым. «И я не собирался оставлять тебя одного». Снова воцарилась тишина, но на этот раз она не была тяжелой. Она была ровной. На следующее утро СМИ потребовали ясности. Были ли объятия признаком напряжения? Близости? Чего-то скрытого? Менеджмент потребовал еще одного заявления. Чего-то сдержанного. Чего-то безопасного. Но Чингук всех удивил. «Больше никаких объяснений», — спокойно сказал он. «Мы уже сказали правду». Тэйон согласился. «Если они этого не примут, мы ничего не сможем исправить». Вместо пресс-конференции, вместо очередного отфильтрованного интервью, они ненадолго появились в простой прямой трансляции. Никакого драматического освещения. Никаких заранее заготовленных реплик. Просто два стула. Два измученных лица. И честность, которая не спрашивала разрешения. Чингук говорил осторожно. Тот момент в аэропорту был не ради заголовков. Речь шла не о создании чего-либо. Речь шла о том, чтобы не сломаться под давлением. Тэйон добавил: «Мы прежде всего люди». Не было никаких грандиозных откровений. Никаких ярлыков. Никаких драматических заявлений. И все же, каким-то образом, это казалось чем-то большим, чем все, что они могли бы сказать. Потому что они предлагали не повествование, а уязвимость. На этот раз Эйяр и Муай отреагировали иначе. Шум не исчез, но изменился. Вместо поиска скрытого смысла многие начали делиться своими историями. Моментами, когда им нужен был кто-то рядом. Моментами, когда они чувствовали себя подавленными, но все равно улыбались. Объятия перестали быть загадкой. Они стали понятными. Но не все были удовлетворены. Слухи продолжались. Утверждения о ранее не публиковавшихся кадрах. Обвинения в сокрытии более глубоких тайн. Мир вкусил чего-то настоящего, и ему хотелось большего. И в этом заключалась опасность, о которой предупреждал Тэйон. Когда подлинность становится публичной, ее больше не защищают. Ее начинают анализировать. Однажды вечером, когда буря уже давно должна была утихнуть, Чингук тихо сидел с выключенным телефоном. «Ты сожалеешь об этом?» Внезапно спросил он. Тэйон долго смотрел на него. «А ты?» Чингук подумал об аэропорте. О шуме. О дрожащих руках. Облегчение от того, что его обняли хотя бы на секунду. Он думал о негативной реакции. О заголовках. О бесконечных домыслах. «Нет», — честно ответил он. «Тогда я тоже», — сказал Тэйон. Потому что под хаосом, под интерпретациями и анализом была одна неоспоримая истина. В момент, когда все казалось нестабильным, они выбрали друг друга. Не для игры. Не для создания истории. А для поддержки. И, возможно, именно это больше всего встревожило мир. Не то, чтобы они обнялись, а то, что это не было игрой. С течением недель напряжение постепенно спадало. Видео перестало быть популярным. Аудиозапись сменилась новыми заголовками. Еще одно событие. Еще один скандал. Еще одно отвлечение. Мир двинулся дальше, как всегда. Но что-то изменилось. Не так, как предполагали фанаты. Не так, как предсказывали СМИ. Изменения произошли тихо, внутренне. Чингук больше не чувствовал необходимости нести все в одиночку. Тэйон больше не колебался, делая шаг вперед, когда чувствовал нарастающее напряжение. Объятие не переписало их историю. Оно лишь раскрыло ее часть. И, возможно, этого было достаточно. Потому что в конце концов, самые сильные моменты – это не те, которые идеально запечатлены на камеру. Это те, которые почти теряются в хаосе.
Те, которые ускользают из кадра. Те, которые существуют не для мира, а для людей, которые в них находятся. Аэропорт вернулся к нормальной работе. Телескоп Хаббл перешел к следующей компании. Заголовки стерлись из памяти. Но где-то в памяти миллионов остался тот короткий, расплывчатый момент. Два силуэта в толпе. Один шагает вперед. Один держится. И правда, которая никогда не нуждалась в том, чтобы быть более громкой.